Всем привет! Сегодня я вам расскажу общий принцип замены любого тачскрина на примере планшета Irbis TX33, на котором тачскрин не работает. Так, вам понадобится либо такой набор домашний фен, водка, карточка, или такой, как у меня. Ну и сам планшет. Берем медиатор, либо пластиковую карточку, снимаем имеющиеся крышки и слоты. Обязательно вынимаем все сим-карты и флешки, дабы не поломать слот на плате. И проходим по контуру задней крышки медиатора и с легкостью снимаем ее. Не забываем выключить ваш аппарат. Берем новый тачскрин, смотрим, где находится его шлейф, и подключаем новый и проверяем. Я же не буду так делать, так как старый тачскрин не работает и смысла его не отклеивать, если тот не работает, нету. На этом планшете нам ничего дальше разбирать не надо, можем сразу приступать к прогреву. Я ложу на теплую плиту, а вы можете греть феном. После прогрева берем медиатор, поддеваем в одном из краев и проходим по контуру. Далеко заводить медиатор не надо, чтобы не касаться дисплея. Если тяжело идет, можно еще прогреть, и все должно легко отклеиваться. После того, как сняли старый, перед заклейкой обязательно проверяем новый. Вставляем его в шлейф и включаем планшет. Чтобы по максимуму проверить тачскрин, заходим в настройки. Далее настройки для разработчиков. Нажимаем «Отображать касание» и проверяем каждую зону тачскрина. Если все хорошо, то можно собирать дальше. Итак, прежде чем приклеивать тачскрин, обязательно убираем все остатки старого скотча и обезжириваем спиртом, а иначе вашей заклейки хватит на неделю. Здесь я не буду клеить на B7000, так как стоимость переклейки стоит больше, чем тачскрин на этот планшет. Сегодня буду просто клеить на двухсторонний скотч комплекта. Смотрим, чтобы не было никакой пыли и следов на дисплее. Если ее нету, снимаем защитную пленку с тачскрина. Далее двухсторонний скотч. Не забываем переставлять детали со старого тачскрина, в данном случае сеточка динамика. Приставляем стекло к одному краю, равняя по углу и опускаем. Прижимаем скотч, пройдя пальцем по всей его площади. Далее оставляем шлейф тачскрина, включаем планшет и еще разочек проверяем. В крышку ложим кнопки, закрываем ее и защелкиваем. Вставляем сим-карту и крышку слотов. Ну вот и все. Понравилось видео? Ставь лайк. А также не забывай смотреть другие мои видео и кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал Art Build Channel.